3 часа ночи над карельской деревней Лесные Ключи стояла мертвая тишина, и именно в этот час серый волк ворвался во двор маленького дома на краю соснового бора, просунул морду в приоткрытую дверь, схватил спящего мальчика за край теплой пижамы и потащил на улицу прямо в черную ледяную ночь. Когда родители вскочили от шума и выбежали на крыльцо, их охватил настоящий ужас. Зверь уносил их сына как добычу. Но уже через несколько секунд стало ясно. Этой ночью волк пришел не убивать, а спасать. Все началось несколькими месяцами раньше, когда бывший егерь Арсений возвращался через еловый лес возле Черного оврага и услышал странное тяжелое дыхание. Раздвинув ветви, он увидел крупного волка, попавшего в капкан браконьеров. Лапа зверя была изуродована железом, снег вокруг почернел от крови, а в глазах застыла боль. Арсений не смог пройти мимо. Он усыпил волка, разжал капкан, перевязал рану и на старых санях дотащил хищника до сарая у своего дома. Его жена Марина пришла в ужас. В доме рос маленький сын Кирилл, которому только исполнилось 3 года. Но волк не бросался на людей, не рычал без причины и терпеливо переносил лечение. Арсений назвал его Севером. Со временем зверь окреп, дверь сарая стали оставлять открытой, и все ждали, что однажды он уйдет обратно в лес. Но Север остался. Днем он лежал у калитки или под старой рябиной, а ночью бесшумно обходил двор, будто сторожил дом. Кирилл сначала смотрел на него только через окно, но потом Арсений осторожно подвел сына ближе. Волк долго нюхал маленькую ладонь, а потом коснулся ее носом и лизнул пальцы. С этого дня между ребенком и зверем появилась странная, почти невероятная дружба. Кирилл разговаривал с ним, гладил густую шерсть, а Север позволял мальчику то, чего не позволил бы никому. Но настоящий кошмар пришел в начале февраля. Ночью, когда вся семья спала, Север вдруг вскочил, ворвался в дом и зарычал так страшно, что кровь застыла в жилах. Он метнулся в детскую, зубами вцепился в край одеяла, а затем схватил Кирилла за пижаму и потащил к двери. Марина закричала, Арсений бросился следом, решив, что зверь обезумел. Но стоило им выбежать на улицу, как за спиной раздался глухой хлопок, и дом мгновенно вспыхнул с 2 сторон. Стены уже были облиты бензином, и еще минута вся семья сгорела бы заживо. Север тащил ребенка не в лесную тьму, а подальше от пламени, от падающей крыши, от смерти, которая подкралась во сне. И тут Арсений понял: волк почувствовал беду раньше людей. Но это было только начало. За горящим домом мелькнули фонари. Это были браконьеры, на которых Арсений еще осенью сообщил в полицию. Узнав, кто их выдал, они решили отомстить и уничтожить свидетеля вместе с его семьей. Север сорвал их план. Он резко рванул к лесу, оглянулся и коротко зарычал, будто приказывая идти за ним. Арсений схватил Кирилла на руки, Марина накинула полушубок поверх ночной одежды, и все трое бросились следом за зверем в кромешную темноту. За спиной трещал горящий дом, слышались крики и выстрелы, а впереди их вел Север. По тайным звериным тропам, через наст, валежник и черные сосны. Он привел их к заброшенной метеостанции у высохшего болота, где семья смогла укрыться до рассвета.
Волк всю ночь лежал у двери и не смыкал глаз. Утром Арсений добрался до лесного кордона и связался с егерями. Началась облава. Следы вывели к старому карьеру, где скрывались браконьеры. Арсений пошел вместе с людьми, потому что знал эти места и понимал: если преступников не остановить сейчас, они уйдут. Но у карьера все пошло не по плану. Бандиты открыли огонь первыми, и Арсений с егерями оказались зажаты у каменной насыпи почти без шанса на спасение. Казалось, это конец. И именно тогда из глубины леса раздался долгий, пробирающий до костей вой. Это был Север. Через секунду ему ответил другой голос, потом еще один, потом десятки. Из тумана между соснами начали выходить волки. Молчаливые серые тени с горящими глазами. Они окружили карьер полукольцом, и те, кто еще недавно считал себя хозяевами тайги, вдруг сами почувствовали себя добычей. Началась паника. Пока браконьеры метались и стреляли в темноту, егеря смогли перегруппироваться, обезоружить двоих и взять остальных живыми. А впереди стаи стоял Север. Тот самый волк, которого когда-то нашли истекающим кровью в железном капкане. Он будто помнил все: боль, холод, одиночество и человека, который однажды не дал ему умереть. Теперь он возвращал долг. После той ночи Север больше не жил у людей. Когда семья перебралась в соседний поселок, он еще несколько раз появлялся на опушке, особенно когда Кирилл выходил смотреть на лес. Волк не подходил близко, только стоял между деревьями как тень, как хранитель, как память о той ночи, когда зверь оказался человечнее многих людей, а потом исчез. Но в тех местах до сих пор рассказывают историю о волке, который вынес ребенка из огня, спас целую семью от смерти и однажды выбрал себе не стаю в лесу, а человеческий дом, который защищал до последнего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра!